Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, 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 песеры, с вами Морж, и давненько у меня на канале не было пакцов, а пакцы-то у нас есть, и тем более появились у нас новые карточки Big Time в виде Бекхэма от сборной Англии, и ее я и попытаюсь поймать сегодня. Да, ребят, обязательно заходим в соревнования, проходим вот этот вот ивент и получаем одну круточку на этот пак. Да, шанс минимальный, 2%, что тебе выпадет либо эпик, либо карточка Big Time. Тем не менее, каждый 50-й игрок где-то сможет его поймать на халяву. Также сегодня нам дают бесплатную круточку Франции, как и обещали, то есть из того пака, где было 5 игроков сборной Франции, мы получим всех. Давайте, наверное, и начнем с этого пака, посмотрим, кто мне тут выпадет. Ну, в любом случае, каждый из нас получит всех этих игроков, что, собственно, здорово. С другой стороны, в онлайне теперь одним МБАППе в принципе, поэтому, когда у каждого игрока есть этот персонаж, а он действительно хорош, он действительно топовый, сами понимаете, все его будут использовать. Что, наверное, не так уж хорошо на самом деле. Ну да ладно, мы сегодня за более интересными карточками, которые мало у кого будут, потому что дорого. На самом деле дорого. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть Сколс, который чуть получше того, которого можно сейчас купить за 5000 ебалов. Прикол этого Сколза в том же, ребята, что он не теряет рейтинг на позиции атакующий полузащитник. Я считаю, ему там самое место. У него отличные показатели паса и у него пушечный удар. По сути, стиль-дирижер на атакующем полузащитнике работать не будет, поэтому Сколс будет замечательно себя там показывать. Вот это, в принципе, и все отличия от его легендарной карты. Дэвид Бекхэм, вот эти новые наши карты, Big Time их назвали, специалист по навесам, может играть правого нападающего и правого полузащитника, великолепнейший пас навесом и великолепная подкрутка вместе со штрафными. Короче, карточка из серии из-за штрафной с подкруткой забить, либо подать в штрафную и, собственно, стать соавтором забитого гола. На большее Бекхэм особо не способен. Бежать особо он не будет. Вот, поэтому в защиту он, само собой, не умеет. По навыкам тут тоже все на дальние подкрутки и на пас. Поэтому, если вы играете с высокими рослыми нападающими, он вам, конечно, залетит. Ну и Оуэн, когда-то дичайшая имбовая карточка. Сейчас я смотрю на него. До 96 он, кстати, будет качаться. Вот, скорость ускорения — это основное оружие Оуэна. При этом неплохая реализация и умение атаковать. Качаем скорость ускорения, будет улетать от защитников, ну, собственно, и реализовывать. Единственное, меня смущает физическая форма обычная. Да, кстати, Сколс у нас качается до 96, Бекхэм до 97, а с сыгранностью Бекхэм будет соточка, поэтому у меня сегодня путь к сотому Бекхэму. 23 попытки у меня, и на самом деле пока что эти 23 попытки и все. Я уже писал в своем телеграме, я знаю, да, что вы многие мне написали: Морж, что ты не отвечаешь, ребят, но если я не могу сейчас пополнить вам голдишку, ну не могу, просто физически не могу, не дает мне привязать карту, банковскую карту Google Play, я не знаю почему. Я написал в поддержку, поддержке насрать. Стандартная отписка, типа, мы вам мы передали ваше обращение каким-то более сведущим в этом деле товарищам, ожидайте ответ в течение недели. Я такой: ни хрена себе, а чё не в течение месяца, а чё не в течение года, ну... Реально, это же ваша проблема. Я не могу банковскую карту, банк не под санкциями, то есть тут никаких проблем. Тем более с нее всегда все работало, сколько месяцев я уже ребятам пополняю. А тут хренак, и привязки нет, и вообще никак. Я не знаю, я руками развожу, ребят, с моей карточки несколько десятков тысяч евро каждый месяц улетает в Google Play. Может, я считаюсь хотя бы хоть чуть-чуть важным клиентом, например. Не считаюсь. Со мной тоже можно вот так вот, все, через неделю ответим, может быть. А может, не ответим, а может, там будет ответ не по сути, а вот стандартная отписка. Короче, честно, Google Play, ну и сами понимаете, сам Google, YouTube ведет себя, ну, как такие конченые мрази. Вот реально, если с чем-то можно сравнивать Google, Google — это вот такая женщина в паспортном столе, которая лет 60, у нее 78 кошек, у нее муж умер, когда ей было 22 года, потому что она год с ним прожила в браке, он повесился, потому что жить с ней невозможно. И вот эта мразь сидит и такая: у вас 30, я одна, и вообще у меня обед, идите нахрен. То есть вот просто максимально мразотная
как она называется, те, кто с бумагой, с бумагой дело имеют. Бюрократия, вот. Это вот Google, это максимально мразотная бюрократская контора. Потому что они такие, ну, что-то не нравится, уходи. А куда уходить? Вариантов нет, чистая монополия. Вот то же самое с Ютубом. У меня канал, поэтому я знаю все эти примочки и все отношение Гугла на самом деле к авторам. Им так похеру, им просто вот абсолютно плевать. До того, как ты не наберешь 100 тысяч подписчиков, у тебя даже чата с менеджером нет Ютуба. Ну, то есть, знаете, вот как в банк заходишь, можно в чате написать вопрос, и тебе менеджер отвечает. Вот на Ютубе, если у тебя 100 тысяч нет, у тебя нет менеджера. Вот тебе форум, ищи там ответы. Хочешь ищи, хочешь не ищи, нам вообще плевать. Найдешь ты их, не найдешь. Короче, реально структура просто максимально конченая из-за этой монополии, потому что, ну, деваться реально некуда. По сути, можно было бы, да, сказать... Вот у меня русскоязычная аудитория. Иди на Рутуб, иди на Яндекс.Дзен. Ребят, таких помоек вообще просто, нужно просто поискать. Я реально с этими сервисами, я к ним прикасаться боюсь. Не, я туда загружаю свои видео, пусть, что называется, они там дублируются, вот, но работать с этим, в принципе, просто невозможно. Поэтому тут YouTube и все. А YouTube с таким отношением и деваться, к сожалению, некуда. Вот то же самое, в принципе, отношение в Google Play. Вас 30, я один. Типа, когда-нибудь я разберусь с твоей проблемой. Но что, как, чего, никаких ответов, к сожалению, нет. Поэтому у меня сейчас вот 23 пака, я даже себе пополнить не могу. То есть, ну вот настолько все хреново. И, судя по всему, Konami решила, что раз у меня уже и так все плохо, то эпиков и тем более Big Time мне выдать не хотят. Нет, само собой, это все решится, я думаю, 2-3 дня там может быть. Я пополню, я всем отвечу, я вам пополню. И причем еще, вот, что называется, вот когда начинается херня, так она начинается прям всегда одновременно. Тут вот она акция, ребята, куча людей хочет купить золото по более низким ценам. И на тебе у меня вот такая вот подстава. Ребят, ну сорян, не от меня это зависит. Тут я сейчас делаю все, что могу. Но, к сожалению, могу я немного, и с многомиллиардной корпорацией бороться я уж точно не могу. А у меня тем временем последний пак открывается. Конечно, мне ни хрена, блин, не выдало. Понятно, что 23 попытки это немного. И чтобы ловить отсюда игроков, нужно сходу заходить с 15 тысячами золота и знать, что ты поймаешь их всех. То есть четко это знать. А по сути у меня он Альба и Лаутара выпали 5-звездочные. Больше вообще никого. Хреново, конечно, хреново. Но, надеюсь, вам выпадает лучше, вполне возможно, и из бесплатных паков. Поэтому пиши, что тебе выпало, с удовольствием тебя поздравлю, хоть у меня хреновое настроение, но все равно вас я с удовольствием поддержу. Вот. Обзор на Бэкстед, да, наверное, надо сделать. В любом случае, на каком-нибудь аккаунте я его поймаю, либо у кого-нибудь возьму на тест. Поэтому обзор, ребята, обещаю, сделаю. Вот. И на сегодня, наверное... Ну, не знаю, будет на второй канал серия или нет. Если честно, просто не знаю, не успеваю с этим всем головняком. Я думаю, вы это все понимаете. Ладно, на этом прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Как всегда, Морж, как всегда. Пока. Пока.